Друзья, всем привет! Вы на канале AU Let's Play, и это мое первое видео на моем канале. Играть я буду в игру под названием DR. В данную игру я ни разу не играл. Для меня это будет первым прохождением. Так как это мое первое прохождение, я оставлю галочку на пункте обучения. И далее выберу режим онлайн и поставлю галочку «Одна жизнь». Так как хочется немного хардкора, и это основная тема данного видео. Не буду затягивать, приятного просмотра. Очнулся посреди пустой улицы. Все тело болит. Где я? Кто я? Не могу вспомнить. Голова раскалывается. Что происходит? Так. Гаражи впереди. Можем посмотреть там. Так, ну сходим, посмотрим, что там. Поиск. Стоит поискать что-нибудь полезное. Так, ищем. Тут, по-видимому, бензин, патрон, нож и по мелочи. Нужно найти еду и место для ночлега. Загляну в дом напротив. Так, дом напротив. Уцелевший дом. Солнце уже зашло, а в темноте я ничего не найду. Нужно сделать факел. Так. Делаем факел. Так-то лучше. С факелом светлее и не так страшно. Теперь я смогу продолжить поиски. Так, ищем. Крысы. Здоровенные злющие крысы. Наверное, пришли на шум. Придется отбиваться. Нападение наше первое. Так, говорит нам взять нож и ударить крысу. В следующую придется стрелять. Так, берем пистолет. Так, убиваем. Конец хода. Пора покончить с этим. Так, ясно, тоже стреляем и побеждаем. Так, нам дали 3 крысы и 3 опыта. Завершаем. Так. Мерзкие твари. Оставаться здесь слишком опасно. Нужно забрать вещи и уходить. Так, подбираем вещи. Лучше уйти из города. В лесу можно нарубить дров и разжечь костер. Так, ну уходим. На знак вопроса. Так. Ага, поиск. Добыча дров. Так. Костер. Разжигаем спичками. Так, похоже, здесь безопасно, но я едва держусь на ногах. Нужно поесть и ложиться спать. Ага. Поесть. Так, ну пьем воду и ложимся спать. Окей. Спать на земле было жестко, но костер давал тепло, и до утра меня никто не побеспокоил. Утром я продолжил свой путь через лес, и спустя несколько часов вышел к небольшому городу. Так, пора двигаться дальше. Я должен найти ответы на очень многие вопросы. Так. 6 километров нам нужно идти. Так, кто-то у нас убежал. Так. Город встретил меня мертвой тишиной. Пройдя вперед, я наткнулся на уродливую воронку от взрыва. Война? Надо набрать припасов, сколько смогу. Лекарства, еда, одежда. Начнем с местной аптеки. Так, наши задачи. Обыскать дом, кратер и аптеку. Ну и забрать все предметы. Нам дадут 20 опыта. Так, ну смотрим на карте. Так, ясно. Ну, тут все поблизости. Обыскиваем. Ага. Тут нам дают одежду. Ну и пропитание, и изоленту, да. Так, все подбираем. Ага, продолжаем дальше. Тут у нас... Ну, тоже... Так, это у нас кремень. Непонятно, для чего он нужен. Ну, тоже все забираем. Для начала пока что нам все нужно, я думаю, будет. Так, и аптека. Обыскиваем аптеку, и тут у нас... Ага, записка на прилавке аптеки. Товарищи заполярнинцы, по постановлению горисполкома все поставки медикаментов направлены на обеспечение нужд госпиталя, развернутого в школе. Выдача лекарств производится по талонам. Для получения талонов обращайтесь к заведующей аптекой. Так, окей. Ага. Судя по тому, что я увидел, город был поражен какой-то болезнью.
Это была настоящая эпидемия, и в местной школе даже организовали полевой госпиталь, чтобы хоть как-то справиться с наплывом больных. Так, ну, задача наша обыскать школу, и нам дадут те же 20 опыта. Так, ну смотрим на карте, это у нас... Так, новый совет. Большие локации разделены на несколько частей. Так, ну интересно, интересно, давайте-ка пойдем обыщем. Так, ага, а как обыскать? Ага, там, походу, дверь у нас закрыта, а топора нет, да? Там только топором можно открывать. Тут у нас выпадает вода, тушенка какая-то и макароны. Так, и консервные банки. Ну, пока не буду думать, что подбирать, буду подбирать все, что есть, все, что дают. Так, ага. А мне надо как-то найти топор, да? Я так и не открою. Или сделать типа свой. Так, надо разобраться с этим. Тут чай, бумага. Для чего нужна бумага? И тряпки. Пыльная книга. Опа, она типа нам дает опыт. Так, ну и все заберем пока что. Так, ага. Ну тоже все обыскиваем, все забираем. Так. Ну, так, а что у нас вообще сейчас есть вообще? Ага. Ворон в клетке, он, кажется, он дается вроде при покупке Pro версии, что ли? Премиум версии. Так, ну открываем его. Так, и команды. Так, ну где у нас он? Ну все, он у нас, кажется, активирован. Так, и стартовый комплект открываем. Нам дают снаряжение, да? Пистолет, патроны. Так, костюм химзащиты. Ну, надеваем. Так, вещмешок тоже одеваем. Он у нас увеличивает 20 килограмм переносимого веса. Нам дали еще стальной нож. Он чем отличается? Он отличается уроном. И у него целых 500 использований. Так, ясно. Дали нам котелок. В нем, походу, можно, наверное, что-то готовить. Так, ну спички понятно для чего. Взрыв-пакет. Может открыть любую запертую дверь. У нас их 25 целых штук. Так, ясно. Ну, я думаю, я их буду тратить с умом, эти взрыв-пакеты. Так, благодарное письмо. Ну, тут ясно, тут у нас разработчики меня благодарят, так что потом как-нибудь почитаю. Так, топор. Топор я могу сделать. Ну, давайте, значит, исследуем и сделаем один топор. Так, тут нужен один кремень, две штуки дров, так, клей или изоленты и гвоздь. Так, ну сделаем. Так, сделали мы. И давайте-ка обыщем. Так, затрачивать наши 20 энергий. Тут у нас, ну, ищем, смотрим. И уже вечереет, нам уже надо где-то спать будет. Так, график эвакуации, ну тут даты. Вот, и списки, да, тут даты, короче. Ясно. Судя по графику эвакуации, жители давно покинули Заполярный. Отправились на поездах в Мурманск, поближе к цивилизации и большим госпиталям с нормальным обеспечением. Стоит обследовать железную дорогу, ведущую на восток. Может, найду способ быстрее добраться до Мурманска. Так, ну, смотрим, где это у нас. Дрезина. Ясно, нам для начала нужно будет сходить тогда к Печенга. Ну, город, кажется, Печенга. Вот, и там все облутать. Вот, ну давайте мы сначала долутаем тут. Тут, кажется, еще можно обыскивать дороги, если я не ошибаюсь. Так, ну ладно. Что у нас тут есть? Тут у нас груда обломков каких-то. И... нифига, что это было? Ага. А для чего нам груда обломков? И уголь. Обыскать можно, ясно. Так, металлолом нам дали и тряпье. И даже не знаю, что с этим делать. Ну, давайте я заберу, наверное, консервы, дрова, уголь и тряпье. Металлолом не буду пока брать. Вот. Я думаю, его много весит. И тут у нас так. Но у нас консервные банки, они типа зеленым посвечены, значит, более важны, чем, например, тот же кремень или дрова, да? Так, значит, я думаю, дров... Сколько у нас вообще дров? Дров у нас 11 штук. А это вообще много или мало? Так, ну все, заберем. И давайте где-нибудь надо обосноваться. Так.
Где-нибудь надо обосноваться. Ну, давайте сначала сходим в Пичинга. Наш город Пичинга. Так, ну долго он идет. Очень долго. Не ожидал я, конечно. Так, ну давайте тогда... У нас уже 2 часа ночи. Где-нибудь, да, мы это... Опа. Машина светится зеленым контуром, так что сходим потом обыщем. Да, я могу здесь топором, взрыв пакетом. А, подожди, 2 штуки. А, типа 2 энергии. А, нет, я что-то путаю. Две штуки затрачивает, да? Энергию он не тратит. Так, ясно. Ну да, что ему энергию затрачивать? Он же топором типа махает, поэтому может открыть. И вот поэтому энергия и тратится. А типа взрыв пакет поставил, и она взрывается, ясно. Так, не буду этим заморачиваться. Думаю, что у нас вообще по еде? По еде у нас тушенка, макароны, вода. Так, из макарон можно сделать вареные макароны. Вареные макароны дают плюс 20 к еде и плюс 15 к воде. Так, читать. Ага. Ну, я думаю... Думаю, я просто воды попью, и мне этого хватит. Вот, и почитаю книгу. 50 опыта, я думаю, это много. Хотя я могу только думать. Вот. Ну, у нас даже уровень не поднялся, так что да, я ошибался. Ладно, давайте ляжем спать. А, нет, новый уровень. Я ошибался уже второй раз, ошибаюсь. Так, новый уровень у нас открылся. Так, у нас открылся новый крафт. Так, это у нас нож. Это у нас клей. Клей заменяет изоленту, и клей можно сделать самому, да? Так, из чего можно сделать клей? Клей можно сделать из костей. Костей, свежей кости. Так, непонятно, типа, чем они отличаются? А, ну понятно, затрачивают... А, можно так, чистая вода и грязная вода, ясно. Типа, да, я понял. Так, ну, у нас 5 очков открытия. Так, и мешок. Но нам пока это, я думаю, не пригодится. У нас есть портфель, вот, у которого прочность 97%. Там уже будем думать, что с ним делать. Может, будем его чинить. Вот, я думаю, даже это будет лучше. Вот, и что? Ну, давайте изучим клей. Нож, я думаю, тоже нам не нужен, так как у нас целых 2 ножа. Ну, не скоро пригодится, поэтому... Вот, не будем изучать. Так, ну... 35. Ну все, давайте поспим. Вот, до завтрашнего утра. И там уже будем завтра думать. Что думать? Будем обыскивать Пичинга и уже выдвигаться к железной дороге, к дрезине. Так, открываем. Обыскиваем. Так, нифига везет, вот это везение, конечно. Так, пепси-кола. Кулинарный рецепт. Дает нам 20 опыта. Так, забираем и обыскиваем скелет. В скелете у нас сломанный ТТшник. 33-й. Так, он нам может дать винты, пружина и запчасти для оружия. Так, ну, так, забираем. Я думаю, это очень нужно. И да, конечно, сухари нам тоже пригодятся. Так. Вот это вот непонятно, что это. Типа... Так, ну, ищем. Тут типа мы типа можем сделать велосипед и на нем ездить, да? Или машину, да? Так, ну сливаем бензин. Так, бензин ведь нужен для того, да. Для того, чтобы делать факелы. Вот, а факелы нам помогают... ну, добавляют нам какой-то процент к обыску. К шансу выпадения какого-то предмета, вот. Не мог вспомнить. Так, забираем все. Ну да, и машину здесь, я так полагаю, можно починить, да? Нет, разобрать только можно. Значит, как-то можно ее сделать, что ли? Вот, и ездить на ней, не знаю. Ладно, все это в будущем, не буду затягивать. Так вот. Так, давайте сначала сходим в дальний домик. Тут у нас... Ну, по-видимому, не очень все интересно, но почему бы нет, заберем все это. Ну, почти все. Нападение. Таракан на нас напал. Так, ну хорошо, давайте атакуем.
пистолет. Или нож. Так, ну начинаем бой. А, мы можем сразу же уйти, кажется, да? Вон выход. Ладно, пускай подходит к нам. А, у него 25 брони. Вот. Ага. Вороном он еще может и убить, да? Так, ну конец хода, пускай подходит. Вот там уже будем думать. Не буду рисковать. Вот, он еще не так много, не так далеко бегает. Так, подходим. Берем наш нож. А, мы еще и промахиваемся. Так, раз, два, три. И еще мы можем ударить вороном, да? Так, два раза он может сходить. И может один раз ударить. Все, побеждаем. Так, нам дали рад-таракан, прям как в Fallout. Интересно, ну он у нас что у нас? Он нам не дает радиации это. Мы как бы не ловим от него излучения никакого. А то я бы не хотел умереть. У меня все-таки режим одной жизни. Так что... Так, ну вообще он дает нам мясо мутанта и лимфа. И что это все дает? Ну, мы можем поесть. Наверное, мясо мутанта можем пожарить. Может, оно как-то... Не знаю. Ну, давайте заберем. Так, и дообыщем то, что мы не дообыскали. Так, и возьмем дровишки. Так. Продолжаем. Так. Тут нам выпадает мука. Да, это же мука? А, ну она нам не выпала, да? Ладно. Гвозди, вода. Так. Ясно. А вот я хотел узнать. Сигареты нам прибавляют плюс 20 к энергии. Убавляет 1 хп и прибавляет нам плюс 1 к радиации. Вот интересно, сколько надо радиации, чтобы уже начинать умирать? Я даже не знаю. Типа 10 или 100. Ладно, заберем пока что. Будем уже в будущем как-то с этим разбираться совсем. Так, дообыскиваем последний этот домик. Так, забираем все. Вот интересно, есть... вот я только хотел спросить, нужно ли вообще обыскивать наши вот эти вот развалины, и типа, ну, сгущенка целая упала, которая нам дает к еде плюс 75 пунктов. Ну, это хорошо. Забираем. Так, и обыскиваем последний... Так, кратер наш. В кратере нам... Ну, да, я буду обыскивать. Хотя... Ну ладно, кремень, дрова. У нас уже 95 занятого инвентаря. Что-то надо уже выкидывать. Я уже что-то разыгрался, даже не знаю. Так, давайте-ка по весу. Ага, дрова у нас целых 25 килограмм весит. Так, ну значит, давайте-ка лучше тогда их выкинем. Что-то я разогнался. Так, выкинем 15 наших дров. 10, я думаю, хватит. Ну да, 10, я думаю, хватит, так как нужна одна дровишка для факела. Вот, и что-то там, сколько-то для костра. А нам больше и не нужно ничего. Так что, да. Так, мы можем разобрать наш сломанный пистолет. Ну, пока я не буду этим заниматься. Я думаю, я съем. Вот сгущенку есть, не есть. Ее можно сварить, она нам будет давать 90 пунктов к еде. Так, ну давайте разделаем нашего этого и... Да, можно пожарить, и оно нам всего будет давать 1 к радиации. Вот, а тут прям какие-то жесткие дебафы. Так, ну ладно. Пьем водичку. И едим тушенку. Так. Все, я думаю, мы тут закончили. Давайте-ка мы пойдем к дрезине. Так. Надо чат был выключить, мешается, я думаю, немножко. Так, на путях я нашел дрезину, древнюю, как сама дорога. Но несмотря на ее вид, когда я прожал рычаг, она плавно сдвинулась с места. На ней до Мурманска я доберусь точно быстрее, чем на своих двоих. Так, продолжаем путь. Проехав на дрезине пару километров, я увидел, что у подножия насыпи течет ручей. Вокруг раскинулась поляна с густыми разнотравьем. У самой воды виднелись кустики, усыпанные земляникой. Настоящее заповедное место. Так, а набрать ягодных кустов? Набрать ягод с кустов
или поискать полезных трав. Так, ну давайте поищем полезные травы. Посмотрев поляну, я набрал немного листьев подорожника, но пока я возился с ними, небо совсем потемнело. Еще немного и наступит ночь. Надо ехать дальше. А наступила ночь, земля скрылась за туманной дымкой. Через пару километров и весь окружающий мир утонул в тумане. Я устал, и меня клонило в сон. Остановиться и разбить лагерь, или ехать дальше сквозь туман. Так, ну, темно. Тем более он устал, а вдруг еще что-нибудь да с ним случится. Давайте-ка мы просто остановимся и разобьем лагерь. Я остановил дрезину. Не очень-то и хочется заснуть и свалиться на рельсы прямо на ходу. Развел костер прямо у подножия насыпи и приготовился ко сну. Так, спать. Утром туман все еще стоял стеной вокруг моего маленького лагеря. Но зато я хорошенько отдохнул и с новыми силами продолжил свой путь. Так, 56 нам энергии дали, а пора ехать дальше. Через пару часов из тумана вынырнули очертания небольшой станции с развилкой путей. Стрелка ведет дрезину в тупик, а рычаг-переключатель намертво заржавел. Надо найти способ его сдвинуть. Так, осматриваем станцию. Бетонная платформа и обветшалое здание. На разбитых окнах висят остатки решеток, а на запертой двери видны глубокие царапины от когтей. Так. Надеюсь, это не какие-то мутанты. Так, лезть через окно или вскрыть дверь топором. Ну, топор вот как раз таки у меня есть. Несколько ударов топором, и проблема с дверью была решена. Я внутри. Так, обыскиваем. Полупустая масленка нашлась практически сразу. Вернувшись к рычагу, я смазал механизм и переключил стрелку. Теперь можно ехать дальше. Вот. Или задержаться и продолжить обыск. Давайте-ка задержимся. Продолжить путь. Давайте обыск. Обыскав все внутри, я нашел только моток веревки и спрятанную бутылку водки. Вернувшись к дрезине, я увидел, что вокруг нее бродит крупная рысь. Заметив меня, животное тут же приняло агрессивную позу и зашипело. Так, отпугнуть факелом, выстрелить из пистолета и бросить в нее бутылку. Так, ну давайте отпугнем факелом. Я думаю, она все-таки как кошка побоится огня, как дикая кошка. Вот, я закричал и махнул факелом прямо перед рысью. Кошка испугалась и за пару прыжков скрылась в тумане. Теперь можно убираться отсюда. Так, ну продолжаем путь. Туман отступил, а болота сменились лесом. Из чаще показалась еще одна узкоколейка, параллельно моим путям. Проехав дальше, я увидел поезд, сошедший с рельс. Так, внимательно осмотрим наш состав, сошедший с рельс. Так, головной вагон уткнулся в землю у подножия насыпи. Товарные вагоны за ними превратились в месиво из металла, а несколько пассажирских вагонов остались стоять на путях. Так, ну, обыскать головной вагон, товарный вагон или пассажирский вагон. Так, ну, в сообщении у нас написано, что товарные вагоны у нас в месиво превратились из металла, поэтому я думаю, там, ну, ничего не выжило, ничего нет. Так, головной вагон или пассажирский? Ну, давайте головной вагон, что ли. Так, в головном вагоне было пусто. Но в кабине машиниста я нашел небольшой сверток с горстью пистолетных патронов. Самого пистолета нигде рядом не было. Нам дали целых 10 патронов пистолетных, и это хорошо. Я думаю, патроны тут ценятся. Так, проверить другие вагоны. Так, когда я вылез из вагона, то заметил в траве скелет человека. Дикие звери хорошо поработали над теми, кто пережил крушение поезда. Так. Дорожка из костей вела в лес. Вдруг из чаще раздался волчий вой. Черт, надо валить отсюда, говорит главный герой. Так, бежим к дрезине нашей. К вою волка присоединилась остальная стая. Я рванул к дрезине и на всех парах поехал дальше, стараясь не оглядываться. Так, волки. Ну типа, наверное, эти волки и были на той станции. Вот, там типа царапины были на дверях. Ладно, продолжаем путь. До Мурманска оставалось совсем немного, когда я заметил что-то на путях впереди. Остановил дрезину, подошел ближе, передо мной лежал мертвец. Так, бурый от грязи бушлат, противогаз без фильтра и походная сумка на плечах. В карманах бушлата я нашел свернутую в кулек газету. Так, смотрим, что там в газете у нас. Обострение диалога с США. Мурманский горисполком призывает быть бдительнее. Ни слова о войне или болезни. Значит, в июле 1984-го катастрофы еще не было. Так. Война, что ли, с США у нас была, походу, атомная или ядерная, не знаю. Так, заглянуть в сумку или снять противогаз. Давайте-ка снимем противогаз. Под противогазом я увидел истощенное мужское лицо, еще не тронутое разложением. Так, типа мужик умер недавно, да? Раз его даже еще разложение не тронуло. Недели 2. Так, ну ладно, заглянем в сумку. В сумке лежат несколько бинтов.
а под ними небольшой прибор в кожаном чехле с лямкой. Так, ну нам еще дали плюс 5 бинтов, ясно. Осматриваем прибор. Он похож на странное радио, от которого отходит провод с короткой металлической трубкой на конце. В чехле я нашел книжку с инструкцией. Дозиметр, радиометр, ДП-5В. Так, включаем дозиметр. Как только я щелкнул переключателем, дозиметр начал трещать. Я проводил трубкой датчиком, и над мертвым телом треск резко усилился. Труп сильно фонит. Так, стаскиваем труп с путей. Так, я стащил обугленное тело к подножию насыпи. Теперь понятна вероятная причина смерти. Лучевая болезнь сожрала беднягу изнутри. Так, похоронить тело или не трогать его больше. Так, ну оно фонит. Я бы не хотел заразиться лучевой болезнью, так что давайте-ка не будем трогать. Чем дальше я нахожусь рядом с трупом, тем большую дозу облучения получаю. Лучше бы быстрее вернуться на дрезину, да. Правильно ты думаешь, главный герой? Правильно ты думаешь. Следующая остановка Мурманск. Когда до Мурманска оставалось несколько километров, рельсы уперлись в большую воронку от взрыва. Дальше не проедешь. Пора остановить дрезину и исследовать город на своих двоих. Вот мы и приехали. Так, идем в сторону Мурманска. Тут у нас бегают наши онлайн-игроки. Так, ну ладно. Заходим в Мурманск. Что же нам еще делать? Так. И у нас тут новый уровень нам дали. Так, вы достигли 6 уровня. Нам дали 2 очка открытия. И у нас открылись 3 крафта. Так, интересно. Что же это такое? Это у нас фильтр для воды. Ну, раз он здесь нужен, тем более для воды, я думаю, он очень важен. Так, ну, сама вода, которую можно очистить, да? С фильтром, кастрюлей и костром. Так, ага. И уголь. Уголь можно, типа, сжечь и раздолбить топором. Ну, давайте-ка... Так, у нас целых 8 очков открытия, поэтому откроем фильтр, воду и уголь. Хотя, для чего нам вообще уголь? Вот для чего он нам нужен, я не знаю. Уголь-то нам нужен для того, чтобы... А для чего? Уголь нам нужен для того, чтобы делать фильтр. Так, ну тоже откроем. Значит, уголь нам тоже очень важен. Так, закрываем. Задание. Мурманск мертв. Нигде нет ни электричества, ни воды. И повсюду скелеты. В домах, на улицах, везде. Я попытаюсь найти какие-нибудь следы, что-то наводящее на мысль о причинах смертей и о том, почему я жив. Надо проверить воинскую часть. Уж военные-то наверняка все знали о происходящем. Так, наша задача это обследовать штаб воинской части. Нам дадут те же 20 опыта, что и постоянно нам дают. Так. Ну, воинская часть у нас огромная. Давайте сходим. Так, за зданием штаба я обнаружил открытую вентиляционную шахту. Похоже, это военный бункер. Там явно можно найти что-то полезное. Так, спускаемся вниз. Спустившись, я оказался в вентиляционной камере и сразу заметил скелет в рваной офицерской форме. Так, обыскиваем наш скелет. Ребра скелета переломлены. Не хватает правой ноги. Кто или что могло так его изувечить? Нужно быть осторожнее. Так, нам дали 3 ткани. Ткань. И сигарета. Ткань. Там же еще тряпки есть. Ладно. Так, пройдя по коридору, я заметил шлюзовую дверь с табличкой «Диспетчерская». Так, ну заходим. В диспетчерской я обнаружил громадный радиопульт. К несчастью, он оказался обесточен. Обыскать диспетчерскую, осмотреть панель. Так, ну давайте обыщем диспетчерскую. Нам дали пистолет и 10 патронов. Так, пульт питался от переносного генератора, в котором давно кончился бензин. На полу я обнаружил пистолет. Стоило мне наклониться за ним, как над головой раздался шорох. Опа. Нифига. Я видел над собой огромную скалопендру. Ее туша занимала почти весь потолок. Нифига. Блин, я и в жизни-то их боюсь. Вот, байки мне наговорили, что они в уши залазят. Бежать, бежать, бежать. Давайте большими буквами выберем. Так, слабо соображая, я забежал в какое-то помещение, закрыв за собой дверь на засов.
А скалопендра начала пробивать ржавую обшивку. Дверь долго не продержится. Так, осматриваемся. Я попал в складское помещение, полное бочек с бензином. Здесь можно дать бой этой твари. Так, дать этой твари бой. Нападение. Так, у меня 2 пистолета ведь должно быть, да? Ну, так, типа... Так, ну ладно. Ладно, так, начать бой. А, ну типа... И что делать? А, ну у него хотя не так много здоровья. А, ну у него... Он кусается сильно больно, нифига. И что делать? Ну давайте сходим сюда. И стрельнем, что ли? А, ну все. Вот мы и уничтожили ее. Так, ну нам ее и дали, туша Педро. Ну, не... Там же она во всю стену была, типа, сколько она весит? Так, охваченная огнем тварь перестала подавать признаки жизни. Я взял канистру бензина и устало вернулся в диспетчерскую. Так, заправить генератор. Генератор раздребезжал. Диспетчерский пульт включился и, похоже, начал перебирать частоты в поисках активного радиосигнала. Через несколько минут посылалось нечто похожее на человеческую речь. «Прием! Меня слышно?» А из динамиках раздавался мужской голос. «Пш! Василий, прием! Пш! Вася, Йокандалакши! Пш! Треклятые безумцы заполнили город! Пш! Так, прием! Прием! Пш! Вася, ответь! Прием! Пш!» Старый генератор затарахтел и отключился. Пульт погас. Так, осмотрим блокнот. Откуда блокнот? Так, ладно. На пульте лежит дневник. Тут слишком темно, чтобы его читать. А, ясно. На пульте он лежал. Так, забираем дневник. Здесь больше ничего нет. Пора выбираться. Покидаем бункер. Так. Так. В ноябре 1984 на СССР сбрасывали атомные бомбы. Кто и почему, неизвестно. Я перехватил радиосообщение из Кандалакши. Нужно добраться туда. Путь ждет не близкий. Стоит заглянуть в пушной и пополнить припасы. Так, необходимые предметы. Дневник санитара. Ну, один дневник санитара, понятно. Нам дадут уже целых 30 опыта. Вот это прогресс. Так, ну, давайте обыщем. А вообще, что нам дает тушка скалопендра? Ну, мясо мутанта, лимфа и яд. Сколько она весит вообще? 5 килограмм. Испортится через 5 дней. Ну, давайте ее просто подберем. Я думаю, если мы ее разделаем, мясо будет быстрее уходить. Так, сигареты, пистолетная гильза. Так, и ткань. Вот ткань. Ее можно разорвать на тряпье. Так, ну значит, ткань, я думаю, она более важнее, чем обычное тряпье, поэтому подбираем. Так, обыскиваем, что у нас тут в воинском штабе есть. Так, красная винишка нам дают, сломанный пистолет. Ну и все, дальше я подбирать ничего не буду. Уже ночь. Так, ну давайте пожарим наше мясо. Значит, сделаем костер. Пожарим мясо. Вот это вот. Будет оно у нас как еда. И попьем воду. А вот... ну воду можно добывать грязную и очищать ее, да? Поэтому не буду пугаться. Ну она еще плюс 3 дает. Так, съедаем и съедаем. Насколько ее хватит? Испортится она через 2 дня. Так, и выпиваем воду. Ну воды прям не хватает. На данный момент. Так. Ну, давайте почитаем книгу и спать ляжем. Вот, завтра уже будем решать, что делать. Ну у нас новый уровень. Так, уже 7-й уровень. Быстро открывается уровни. Так, и нам дали целых 2 очка открытия. Так, ложимся спать. Ложимся спать. Потом обыщем весь этот город, вот этот Печенга, и уже... А что у нас вообще по заданию? Куда нам надо идти-то? Куда-то... Полярный... Гаджиево... Ведяево, Заозерск, Верхнетулумский, Верхнетуломский какой-то, сложное какое-то название, Пушной. Нам надо Пушной, да, он стрелка на нее показывает. Да, нам надо Пушной. Так, ну давайте сначала мы обыщем Мурманск и близлежащие города, вот эти вот типа Кола и Североморск, а потом уже пойдем в Пушной. Вот. Ну классно, я как-то куда-то хожу и непонятно. И просто трачу свой этот. Вот. Случайно нажимаю не туда. Тут у нас уже, оказывается, 74 сломанный.
пистолетные патроны, целые гранаты F1. Так, ну обыскиваем. Тут прям ценный лут. Вот, граната. 30,5 килограмма весит тут этот сломанный это. Ну, части, я думаю, нужны нам будут. Вот, все забираем. Так, продолжаем. О, наш обыск. Тут нам... А, ну это у нас столовая. Нам дадут ржавую кастрюлю. А, у нас же... Так, нам надо сделать факел. Факел это важно. Он нам добавляет процент к обыску. Но я его пока использовать не буду. Тут все равно 100% все. Вот, забираем. Ну, ищем и забираем все. Тут у нас дают чай, который нам снимает радиацию. И овощные консервы. Ну, все забираем, все важно. Так. Дальше у нас медчасть. Ну, тут тоже все важно. Все забираем. Так, дальше у нас гаражи. В гаражах у нас... Так, ну... Веревка. Веревку можно распустить на нитки. Так, ну... Дрова мы не будем забирать, заберем вот это вот все. Вот, так. Тут еще можно ведь площадь еще обыскать, да? Да, и нам, ну ладно, нам бензин пока, у нас хватает бензина. Тут скелеты голые. Так, ладно. Казармы. В казармах у нас выпадает, это у нас сухой паёк. Вау, сухой паёк. Нам дадут не кашу, сухари, тушенку, чай и сахар. Ну прям вообще идеально. Так, все заберем. А, нет, не все. Тряпки я не буду забирать. Так, и обычно последнюю часть воинской части, как бы это ни странно звучало, часть воинской части. Последнюю часть воинской части мы обыщем. Это у нас склад. И тут прям, ну вообще, дофигища вещей. Так, это мы заберем, гвозди. Так, и... давайте откроем ящик, посмотрим, что там. Ну, нитки, гвозди те же и все. Больше ничего интересного. Так, ну спим. Хотя у нас энергии много. Зачем нам спать? Давайте-ка продолжим наш путь. Тут вон еще много машин. Ну, машины мне пока не особо нужны. А, ну все, темно. Я могу взять факел. Опа, изолента не выпала. Жалко. Ну, жалко у пчелки, но все же жалко. Это у нас столовая. Нам выпала мука. Первая. Так, странный телевизор. Что? Работающий телевизор. Сверху нацарапано. Посмотри рекламное видео и гарантированно получишь случайную награду. Ах ты, это игра. Она меня так обманом могла заставить поставить ее рекламу. Ух ты гадина. Не-не-не, мы без рекламы. Так, огромные крысы. Ну, у нас уже патронов много. Ну, как-то... Вот я боюсь их что-то тратить. Так. Так, ну конец хода, они сами подходят. Они же сами подходят, да? Так. Ах, ты чё? Ты чё кусаешь моего ворона, а, гад? Ах ты крыса. Ах ты крыса никчемная. Конец хода. Подходите. Жуткие твари. Так, подходим. Ножом пыряем. Так, и еще раз пыряем. А что так нож быстро ломается? Типа, даже нож. А это какие-то обычные крысы. Опа, и сейчас уже скоро нож сломается. Ну нифига ты, конечно. Да, сломался уже нож. Офигеть. И как играть вообще? Как играть? Так, забираем наших крыс. Тоже еда, походу. Вот, из нее, из этой крысы выпадает. Так, крысятина. Прикольно. Кости для того, чтобы сделать склей. Очень интересно. Так, сухой паёк. Ну, опа, у нас уже перевес. Ну и я как-то вообще теряюсь. Обычная одежда. Вот я думаю, может ее разорвать. Нафига нам нужна? Непонятно. Так, ну и что выкидывать? Что выкидывать нам? Что так много весит? Так, 3, 9, 4.
Уголь еще много весит. А сколько нужно угля для того, чтобы сделать... А давайте сделаем фильтр. Вот. Или даже два. Два фильтра, я думаю, нам хватит. А, я могу только два сделать. Ну да. Сделаем два фильтра, и там у нас опустеет немножко наш инвентарь. Так, так, бонус письма. А, бонус премиум, тайник выжившего. А, дорогой игрок, благодарим тебя за премиум версии игры. Желаем приятной игры. Так, а ниже можно знакомиться с получением бонусами. Так, тайник выжившего. В убежище. Что-то в убежище можно найти, но это потом. А, я понял, там 20 убежищ всего, и в каждом убежище можно найти один этот тайник. И в тайнике что-то найти. Ясно. Так, компоненты. Давайте-ка мы как-нибудь попробуем наш инвентарь освободить, что ли. А то я что-то как-то даже не понимаю. Давайте-ка разберем наш автомат. Вот, вот, и сразу это. Так, ну пистолеты мало весят. Хотя, я думаю, если мы их разберем, да, они все равно как-то это. Вот, освобождают наш инвентарь, поэтому... Так, ткань. Ткань еще дофига... А, да, ткань дофига она что-то весит. Опа, я выкинул случайно кремень. Так, бензин. 3... Блин, что делать? Что-то у нас еще занимает дофига. Так, это он занимает всего 1 килограмм. Смотрите, через 20 использований. Так, топор у нас килограмм весит. Ну, тут все легкое у нас. Вот, тут тоже не все такое тяжелое. Вот, скалопендра 5 килограмм весит. И целых 9 килограмм туши крыс. Нифига ты, конечно. Ну, когда они, я так полагаю, типа собранные, да, я скажу так, они весят много, но они портятся медленнее. Вот, когда я их, это... Просто через 1 день. Так, съедим. Тоже освободим наше местечко немножко. И что вообще еще делать? Я даже не знаю, что сделать, чтобы освободить наш инвентарь. Ну, по идее, у нас уже много всего. Вот, ну давайте-ка, не знаю. Ладно, пока так похожу. Буду собирать самое важное. Попытаться. Так, ну все, тут мы ничего не будем брать. Нам пока вот эти вот консервные банки не нужны. У нас же целых 2 предмета по типу... Так, фильтр для воды. Вот. Я думаю, нам этого хватит надолго. Так. Ну что здесь может быть еще такого интересного, что я могу бы сказать? Может быть гаражи. И вот типа вот это вот здание большое, которое снизу. Вот типа вот это вот. Так, в гаражах у нас... Ну вот в гаражах интересно. Части велосипеда. Так, давайте-ка обыщем. Так, инструменты ржавые. Вот инструменты ржавые, это прям вообще важно. Так, и вот это вот, части велосипеда. А, их только можно разобрать. А как собрать вообще новый велосипед? Ну-ка. Он откроется на 10 уровне. Для него нужно целых 3 части велосипеда. 3 клея или изоленты. Так, машинная масса и винты. Так, ну я думаю сначала... Так, часть велосипеда. Ну всего 1 килограмм весит, поэтому возьмем. Это мы возьмем, это мы возьмем. Так, винт мы возьмем, конечно же. Это все мало весит. Вот, и выкинем что-то такое прям вот. Что же мне не нужно? Что же мне не нужно? Мне не нужно... Так, компоненты. Так, кремень. Вот кремень. Для чего мне нужен кремень? Давайте-ка мы изучим. Кремень не нужен для топора. Так, ясно. Кремень не нужен для ножа. И кремень не нужен для огнева. Огнево. Опа. Давайте мы сделаем огнево, что ли. Так, консервные банки, я думаю, выкинем. Хотя они тоже мало весят. Вот интересно, что делать? Трава. Ладно, давайте-ка бензин выкинем. Нет, это тупо. Это тупо. Это вот все мало весит. Все мало весит, все равно все что-то много весит. Я уже теряюсь. Я не знаю, что делать. Так, ну давайте выкинем обычную одежду. Вот, она нам, я думаю, не нужна. Так. Тут у нас могут выпасть нитки. Могут выпасть пепси-кола, может выпасть. Начинаю уже заговариваться. Устаю немножко. Ну да ладно. Так. Ладно, обыскивать я не буду. Давайте-ка мы
Сходим в убежище, раз там есть какой-то этот тайник. Сходим в обычном убежище и попробуем посмотреть, что это вообще за тайник. Тайник выжившего. Ну, типа шаурма, кубинские сигары, красное вино, велосипед. А, нифига, типа уже можно использовать велосипед. Использовать. Чё, где он у нас? Классно. Ну все, у нас типа велосипед уже целый. Да, ну... Его все равно придется чинить, да? Починить на 25%. Нам нужно будет часть велосипеда. Вот это и вот это. Но, значит, оставим вот эту часть велосипеда на будущее одно. Вот, что потом не нужно было искать. А, нифига, он еще нам прибавляет плюс... Ну-ка. Не туда смотрю. Плюс 40 переносимого веса. Вот это да. А, ну типа, можно даже уже не заморачиваться по поводу переносимого веса пока что. Вот, и тайник. Ну, открываем. Так, ну все это нам дают. Это прекрасно все. Все забираем. Так, и тут вода. Может, выпасть чистая? Целых 5. Ну все, тут прям уже можно все брать. Ладно, это я немножко так пошучиваю, на самом-то деле. Лучше все равно это не заполнять наш инвентарь по возможности. Так, только самое важное. Топор. И энергия начинает жестко кончаться. Ладно, я думаю, даже еду Ой, одежду ту же подберу, которую выкинул. Так, нам выпало. Это у нас гречневая крупа, грязная вода, одежда и изолента. Так. Тут у нас... Так, ну... Все почти полезное. Так, тут у нас что? У нас... Я что-то видел топливо. Так, ясно, топливо. Ну, тут где все магазины... Ой, все машины вот эти вот... зеленым контуром светится, это бензин, короче. Вот, пока нам бензин не особо нужен, у нас он есть. И так, что? Нам ничего не выпало. Как это так? Тут я вот выкидывал одежду, я ее заберу. Так, ну, это... Не, стой. Вот эти развалины, я думаю, я не буду обыскивать. Так, ну все, давайте тогда это... Продолжать. Следующий город обыскивать. Так. Ну тут интересно, тут у нас есть ателье. А, ну ясно, тут ткани много, ткань нам не нужна. Так, ну все, у нас кончается это. Ну давайте попробуем взрыв пакетом открыть. А тут у нас падает реклама. Так, спички, ржавая лопата. И это у нас... Он выпал. Это респиратор. Сопротивление к радиации плюс 2. Так, прекрасно. У нас как раз не было... Опа. Карта. Ни разу не открывал карту. Ну, ясно даже почему. И она у нас огромная. Офигеть. Просто огромная карта. Вот. Тут даже есть Челябинск. Прикольно. Мой родной Челябинск. Вот, я в нем живу. Так. А, хотя он был Заполярный и Мурманск. Не так на самом деле далеко, как кажется. Так, ну ладно, закрываем. Так, пожарная часть. В пожарной части я все обыскал. Тут у нас кафе. Ну, в кафе обычная еда. Да, тут даже книжка по приготовлению есть. Кулинарный рецепт. Так, то забираем. Обыщем скелет. И нападение. Ну, что-то часто нападение. Вот. А, у нас же кончается прям быстро этот. Ладно, давай-ка мы вот это будем использовать. Нож-то, конечно, очень хороший, но... Так. Где моя птичка? Она что, умерла? Ясно, ее лечить, походу, надо, да? Обидно, как-то обидно. Ну ладно, не буду расстраиваться. Я надеюсь, она не навсегда у меня умерла. А то было бы как-то, наверное, глупо. Это... А, нифига, нож ломается при бое. Так, да нифига. Лучше пистолет использовать. Нож-то хороший. Так. Да, обыщем уже наш этот скелет. Заберем все. Вот. Питомцы. Так, здоровье. Так, очень голоден. Его еще кормить надо, нифига. Морока какая, а? Голоден. Блин, ну...
придется еще и это. Я не знал, что такое бывает, поэтому вот он и это, да, у нас пропал. Так, ну ладно, давайте-ка добычим. Так, уцелевший дом, тут у нас вода. Так, спички и ткань. Давайте-ка попьем воду нашу, у нас она уже начинает копиться. Вот, и уже вот в следующем доме, я думаю, посплю. Хотя нет, опа. И... Блин, там такой, типа, чел, что ли, такой, типа, особый скелет, он нам мог выпасть. Вот, все, вот, последнее вот это здание, и в нем будем спать. Это руины. Так, ну в нем падает... Мне не хватает... ну все тогда, да. Делаем костер. Нет, делать костер мы не будем. Так, типа бонуса 0. Нифига он поголодается, и тут еще у нас знак радиации, будто здесь у нас... Ладно. Мы типа... Ладно, надо было перейти в другое здание и там уже поспать. Вот, а тут типа развалины. Хотя нам ничего не прибавилось. Как было 3 пункта радиации, так и осталось. Так, давайте-ка поедим. Вот интересно, сухари надо есть вообще вот так-то вот просто? Так, тут же есть вот типа вот это вот. Рецепты кое-какие можно делать, да? Так, мне не хватает... ну огня не хватает, поэтому я не узнаю даже. Так, ну тут ничего интересного. Хотя нет, давайте обыщем. Возьмем наш уголь, поедим и уже пойдем в другой город. Так, пьем. Едим нашу консерву, да, ничего больше есть. Да. Так, через 3 дня пропадет это, и через 4 дня пропадет вот это. Так. У меня же есть сиги, которые можно выкурить спокойно и бегать дальше. Ладно, так, съедаем, и все. Начинаем идти дальше. Так, следующий город у нас Кола. Целых 19-15 километров идти. Так, ну я думаю, я сейчас вот этот вот город обыщу. И буду уже заканчивать серию. Вот моего прохождения. Так, давайте-ка топориком мы откроем дверь. Так, ну ты чё, скелета-то у меня не поднял? Не смог найти. Так, это у нас администрация, и тут вот особый скелет, и он выпал. Вот интересно, что из него может такого выпасть? Ну из него выпало... Странно, из него гвозди выпали, что ли? Так, и рыба из него выпала. Он типа в карманах рыбу таскал. Странный чел. Так. Каша. Что-то как-то легко. Потому что на каждом углу есть еда и вода. Вот, что странно. Вон даже с маленьким шансом падения все равно выпадает. Водка, нитки, сгущенка, кажется, да, выпала. Вот. Ну все, я думаю, я на этом закончу. Если вам понравился видос или не понравился, то ставьте лайк или дизлайк. Пишите мне об этом в комментарии, мне это будет очень важно узнать, что вы думаете по поводу этого. Вот, чтобы я в будущем улучшал уже свой контент. И подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь, всем удачи, всем пока.